Здравствуйте. Добрый день. У себя? У себя. Спасибо. Привет. Привет. Вась, Кабмин в 9. Поздравляю. Сейчас 9:05. Значит, ты опоздала. 8 опаздываю. А, Кабмин. Да, Кабмин. Обещал, идиот. Это Кабмин, девушка. Подожди. Оль, а что я должен туда идти вообще? В смысле, ты же обещал? Оля, ты и О-премьера. И что? Ты и разбирайся. Ты иди. Ты разбирайся с этими долгами, задолженностями. Послушай, долги, во-первых, давно погашены, Кабмин вообще по другому поводу. Кто погасил? Глава НБУ нашел деньги. Дмитрий Васильевич? Да. Молодец. Ты не нашла, он нашел. Ну, Нужно будет встретиться с ним, поговорить. и поблагодари. И поблагодарю. Когда? Надо найти время, тогда и все. Найди время. Это Найду. сложно. Вот. Ты что, горишь, что ли? Давай сейчас это сделаем, чтобы это уже вот раз и навсегда решить. И все. Пожалуйста, сейчас найдем. Хорошо. В понедельник я не могу, а вторник я... Ну, вот могу в субботу. Прекрасно. А, нет, в субботу он не может. Почему он не может? Мы едем в Италию. А мы едем в Италию? Да. На субботу. И на воскресенье, Вась. И что, цвета белого не видишь? Пока кое-кто устраивает свою личную жизнь. О, Василий Петрович, ну не надо говорить, что вы не устраиваете свою личную. Представьте себе, Ольга Юрьевна, у меня нет времени на мою личную жизнь. Кофе. А вот и кофе. Ставьте, Анна. Здравствуйте. Здравствуйте, Анечка. Сахар 2? Я сам. Спасибо. Он сам. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Вот не надо на меня так смотреть, хорошо? Я знаю этот взгляд. У меня с Анной Михайловной сугубо профессиональные отношения. Она ценный сотрудник, умница. Красавица, спортсменка, комсомолка. Даже если бы я хотел, я бы не мог себе это позволить. Почему? Потому что у меня нет времени на личную жизнь. Да? Я уже объяснил, у меня 0 свободного времени. Привет, Вася. Привет, что ты хочешь? Ничего, просто зашел сказать тебе привет. Ну, пришел, сказал, иди. И все? А что еще, обнять тебя и расцеловать? Так, вот 2 билета ты просил. Не понимаю, о чем это сейчас говорит. Ну, билеты на оперу Волоскала. Вы идете в Ласкало? Никуда мы не идем, ты же знаешь, он вечно что-то путает. Это я перепутал. Он мне 3 дня говорит, сделай мне музей, оперу. Я, говорит, хочу с Аней пойти погулять. Лучшие билеты VIP-лоджия. Ну, во-первых, ложа. А во-вторых, даже если так, у меня все равно нет времени свободного. Да, ну, раз нет времени, я тогда... Это вы поведете, это мои билеты. Хочу иду, хочу не иду. Интересный человек, конечно. Очень интересный человек. Что-то еще? Нет. Хотя да, в процессе над Юрием Ивановичем я нашел честного судью. Вот, другое дело. А ты про эти билеты. Вот ты даешь. Ласкала. Судья действительно честный? Честный, оставил меру пресечения Юрию Ивановичу в СИЗО. Молодец. Вот это хорошие новости. Иди работай. А деньги? Какие деньги? Ну, за билеты. Оль, мы идем на заседание Кабмина? Господи, заседание же там уже давно началось. Конечно, будет людям в глаза. Вась, Я попросил 2 билета на субботу. Какая пятница? Оль, если все хорошо, зачем мы тащимся на этот Кабмин? Вась, ну как это зачем? Во-первых, ты сам просил подготовить тебе план стратегического развития на 5 лет. Во-вторых, мы его все сделали. У людей есть новое решение, концепция. Серьезно? Да. Я не знал, ты нашла новых людей. Ну, не совсем так. Я никого не нашла. Люди старые. В смысле, они не старые, они молодые. Первая зама. Дети. Вася, у этих детей за плечами Гарварды, Кембриджи и Сорбонны. Да, Оля, я понимаю, только гарвардское образование им не поможет. Почему? Потому что они так же, как их родители, будут высасывать деньги из бюджета, только в более изощренной форме. Слушай, ну может не будем поливать людей раньше времени? Ты же еще ничего не слышал. Пойдем, давай. Я не провидець, щоб передбачати майбутнє. Тільки вивчення справи, усіх доказів, свідчень вирішить долю підсудного. Думаєте, вас вистачить духу засудити колишнього прем'єр-міністра? Мені байдуже, хто сидить на лаві підсудних. Дрібний злодій, колишній прем'єр або навіть сам Господь Бог. Якщо Чуйко винний, він сяде. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. И помимо всего, китайцы готовы полностью покрыть наши потребности в гречке. А у нас что, гречка не растет? Это просто выгоднее.
И ко всему остальному адаптация равновесных цен, новые тенденции, изменение спроса. Ну, вообще, это интересное предложение. Очень интересно, Ольга Юрьевна. То есть, по-вашему, интересно гречку у китайцев покупать, овощи в Турции? Турки готовы открыть нам кредитную линию под свой импорт. Да что вы, какие турки молодцы, все успевают. И дороги нам строят, машины у нас собирают, овощи нам продают, одевают нас. Еще под это все готовы выделить нам кредит. Мне просто интересно. А что с нами не то? У нас что, земля хуже? Или у коров в имени нет? Или, может быть, действительно у нас руки из другого места растут? Василий Петрович, вы прекрасно понимаете, что дело не в коровах. У нас экономика в стадии стагнации. Как мы видим, бюджетное сжатие не дает результатов. Да и уверенности в восстановлении и стабильности рынка это не добавляет. К тому же устаревшая производственная база не... Так создайте новую, с нуля, эту разрушьте. Вы, конечно, правы, что нужны глубокие структурные реформы, но это дорого. И Б, это долго. То есть, по-вашему, лучше всю жизнь жить в кредит, да? Получать новый транш, есть и в унитаз, и так по кругу. Вот берите пример с Министерства культуры. Люди двигаются вперед, молодцы. Как дела у вас? Отреставрировали исторический центр города. Ждем увеличения потока туристов. Вот, пожалуйста, реконструировали центр Киева. А Мукачево? Неважно. Надо с чего-то начинать. И потом, не взяли ни копейки из бюджета, это самое главное. Все сами. Да, все сами. Ну, на грант ЮНЕСКО. Так, совещание окончено. Василий Петрович. Оля! Вася! Вась, ну ты так не заводись. Понятно, что нужно развивать собственное производство. Никто не спорит. Но это дело будущего. Лоббировать чужие интересы, сидеть на откатах. У них план расписан на поколение вперед. Вот при всем уважении, это хоть какой-то план. У тебя и такого нет. А вот и есть. Да? Да. Представь себе, есть у меня план. Интересно. Очень хороший план. Тебе интересно? Я тебе покажу. Вот. Немного хаотичный он пока, но достаточно реальный. Можно посмотреть? Можно посмотреть? Пожалуйста. Может быть, лучше показать это специалистам? Это кому? Вам, Анечка? Мне, конечно, любопытно, но я имела в виду наш департамент развития. Ну, похоже, что вы не одна имели его в виду, раз я о нем ничего не слышала. Да, Вась? Да. Нет, я слышал об этом замечательном департаменте. Мы с Анной Михайловной как раз познакомились, когда она там работала. Ах, вот оно что. Напомните, сколько вы знакомы? Какое-то имеет значение. 2 месяца, правда? Я просто представляю, на что способны сотрудники этого департамента, раз Анна Михайловна всего за 2 месяца смогла достичь таких головокружительных успехов. Хотя зачем? Я не буду себе это даже представлять. Я подожду результата. Да? Не пуха. Я что, ее чем-то обидела? Не обращай внимания. Ты мне покажешь свои наработки? Да, да, конечно, с удовольствием. Там немного сумбурно, вот, но я думаю, твои специалисты разберутся. Я в этом даже не сомневаюсь. Да. Бред. Лично я под это ни копейки не дал бы, не говоря уже про МВФ. А денежки нужны. Не равен час. Начнем по карманам у друг друга шарить. Значит, нужно помочь Василию Петровичу. Анна Михайловна, отведи его в наш департамент развития. Завтра в 10:00. Ну вот прекрасно. Пускай ему там составят нормальную программу для МВФ. Ну и откроют глаза на то, какой перспективной может быть экономика Украины. А что за департамент? Справятся? Я в этом заповеднике собрал весь свет нашей науки. Так что все сделают как надо, не сомневайся. Ну, а что мне остается? Ну, давай, я поехал. Да, кстати, а за нового судью респект. Где ты его нарыл? Я думал, что он твой. С чего это вдруг? Если он не твой и не мой, значит Мишин. 100% не его. У нас проблема. Если он ничей, Он посадит Юру. значит, нужно что-то делать. А что делать? Был бы он нормальным судьей, его можно было бы купить. А что делать с честным?
Наш департамент – это инкубатор больших идей и новых продуктов. Тут есть все необходимое для их появления. Технолаборатории, коворкинги, IT-центры. Ну а чтобы не отнимать время, которого нет ни у вас, ни у нас, я хочу презентовать вам результаты работы нашего департамента. Что вы имеете в виду? План по воплощению нашей общей мечты – успешной и самодостаточной Украины. Присаживайтесь. Сюда можно? Да. Ну что ж, это интересно. І познавательно. Юніт-відео. Україна сьогодні – це економічний та фінансовий алмаз. Незначна огранка у вигляді цільових інвестицій та послідовної стратегії перетвориться алмазний яскравий діамант у центрі Європи. Вже сьогодні Україна перша у світі з виробництва соняшникової олії, друга з експорту пшениці та одна з лідерів з виробництва яєць та м'яса птиці. Потенційно наша родюча земля спроможна нагодувати 500 мільйонів людей. Тож модернізація агропромислового комплексу вже завтра дозволить країні стати годувальницею Європи. Інвестиції в авіабудівельну галузь допоможуть заполонити повітряний простір світу українськими літаками. А будівництво нових шляхів та розвиток транзитного потенціалу може збагатити державну казну вдвічі. Судно, скажіть, ви пам'ятаєте цей чемодан? Слушайте, за мою жизнь через мои руки прошли сотни, если не тысячи чемоданов. Я что, должен их все помнить? Не повинні. Ви пригадайте лише ті, які ви брали в руки в той день. А почему я должен вообще помнить какой-то день? Не какой-то день, а День Незалежності. Ах, этот святой день. Да, я припоминаю. В тот день я шел по коридору администрации президента и увидел несчастных женщин из канцелярии. Там прорвало трубу, они переезжали в другой кабинет. Я, как джентльмен, помог им перенести вещи. Стоп, да. Там был какой-то чемодан. Дипломат. Поясніть, будь ласка, як ваші відбитки опинились на вмісті чемодану? Когда я взял чемодан, ручка оторвалась, он упал на пол, от удара раскрылся, и оттуда что-то выпало. Я стал, соответственно... З нього випав $1 мільйон. Скажіть, вас це навіть не здивувало? $1 миллион? В канцелярии, в бедную жизнь? Не, ну, дело не в этом, конечно. Дело в том, что у меня дальнозоркость. Я очень плохо вижу вблизи. Робіть, будь ласка, з нас ідіотів. Як можна не побачити долари? Ваша честь, вы позволите? Будь ласка. По-вашему, это что? Здається, долари. Я навіть звідси бачу, що це пачка доларів. Ну так возьмите и утритесь. Пане адвокат, ведіть себе пристойно. Все в рамках приличия, Ваша честь. Дело в том, что я презентовал господину прокурору пачку салфеток в виде долларов. Что это значит? Що? Не все то долари, що хрустить. А фарба? Ваші руки були вимазані люмінесцентною фарбою. И что? А те, що це неспростовний доказ того, що підсудний взяв хабар. То есть, по вашей логике, любой человек, который испачкался в люминесцентную краску, априори взяточник. Так, це очевидно. Покажите ваши ладони. Пожалуйста. Позвольте ваша честь. Позвольте ваши. Не совсем ладони. Значит ли это, что все люди здесь взяточники? Нет. А все банально просто. Перед началом заседания я испачкал руку люминесцентной краской. Затем поздоровался с вами. Вы, очевидно, поздоровались с господином судьей, и господин судья, очевидно... Ну, может быть, это был господин прокурор, но это уже к делу не относится. У сторони звинувачення будуть зустрічні аргументи? Так, ваша честь. Ми хочемо представити відеозапис, який поставить крапку в цій історії. И сколько на это нужно денег? 15 миллиардов долларов. 15 миллиардов. Сумма не маленькая. Но уже через год эти инвестиции не только полностью вернутся, но и принесут значительный доход. Но значительно это сколько, по-вашему? 100 миллиардов. 100 миллиардов? 102, если быть точнее. Можно пожать вашу руку. Спасибо большое. Підсудний, це ви на відео? Да.
А в руках у вас серветки? Нет. Це означає, що ви давали завідомо неправдиві свідчення. И да, и нет. Поясніть. Юрий Иванович, у нас нет другого выхода. Ваша честь, мы хотим допросить свидетеля. Будь ласка, запросіть свідка. Відрекомендуйтеся, будь ласка. Полковник полиции Разумков. Вам слово, Ярослав Сергеевич. В Министерстве внутренних дел я возглавляю коррупцию. В смысле, отдел по борьбе с коррупцией. Извините, я волнуюсь. 20 лет назад наш отдел разработал секретную операцию. Настолько секретную, что о ней знали только единицы. Свідок, давайте конкретніше. Если конкретно, то две. Що дві? Только 2 единицы знали об операции. Я и мой агент под прикрытием. Ваша честь, по-моєму, це навмисне затягування процесу. Свідок, давайте по суті. Так в этом же и суть. Когда мы были в шаге от завершения операции, нашего агента рассекретили. Скажіть, яке відношення має ваш агент до нашого підсудного? Господи, ну неужели непонятно? Юрий Иванович и есть этот самый тайный агент. Именно он должен был сдать всю коррупционную пирамиду. А вы с СБУ взяли и все испортили. 20 лет работы в трубу. Та до чого тут 20 років? Навіщо він хабар взяв? Да потому что это и было его заданием. Брать взятки, чем больше, тем лучше. Да, и теперь, когда наш агент рассекречен, от имени министерства я хочу вручить Чуйко Юрию Ивановичу памятную медаль за коррупцию. В смысле, за борьбу с коррупцией. Поздравляю, Юрий. Служу народу Украины. Спасибо. А также именное оружие с 20 патронами, по 1 патрону за каждый год службы. По якому патрону? По золотому. Спасибо за важное уточнение. Що ви робите? Це зала суду. Я не дозволю перетворити цю справу на фарс. Ви за кого мене маєте? Всю країну, яка на нас дивиться. А що стосується нагороди за корупцію? За борьбу з корупцією. Ні, саме за корупцію. То пан Чуйко завтра її отримає. Оголошується перерва для підготовки рішення. До завтра. Чи не вперше в історії України корупційна справа може закінчитися справедливим покаранням? Рішення суду по справі... Добрий вечір, Віктор Іванович. Вибачте, що турбую, але я хотів подякувати вам за вашу чесність. Василь Петрович, не треба мені дякувати. Це моя робота. Так, я розумію, але не всі виконують свою роботу на совість. Це мій обов'язок. Бандит повинен сидіти в тюрмі. І завтра він туди потрапить. Я впевнений. Дякую. На все добре. Устал, Витюша? Кушать будешь? Мама столько всего наготовила. Все, как ты любишь. Принесли. Сколько? 5 миллионов. 7 раз пересчитывал. Yes! 5 лет я ждал этой минуты. А вы что говорили, а? Перевить-ка все подряд? За копейки меня продать хотели. И вот. Прости меня, Витюша. Прости меня, родной мой. Витюша, и меня прости, дуру старую. Не доедал, не досыпал. Страдал, молча глотая все то дерьмо, которое на меня выливали. Коллеги, ты, вы, Галина Петровна. Мама. Называй меня снова мама, сынок. Кем я только у вас не был. Идиотом. И придурком. Из дома меня выгнать хотели. В психушку сдать. Что, папа лох? Лузер? Витюш, они ж дети. А вы, Иван Петрович, старый вы человек. Вы думаете, я забыл, как вы пили в одиночку да селедочкой закусывали, а я в соседней комнате сидел слюной истекая? Все помню.
И никогда не забуду. Никогда. Никогда. Никогда не забуду. Вот. Василий Петрович, искали? Да. Хотел вам сказать спасибо за то, что нашли деньги для бюджета. А, пустяки. Тем более благодарить нужно не меня, а беглых министров. А они тут при чем? Почти у каждого оказался банк, и господа любезно сбросили с денежку. Интересно, что их сподвигло. Ну как, во-первых, высокое гражданское сознание, а во-вторых, страх потерять лицензию. А по-моему, это называется рэкет. А по-моему, справедливость. Я вернул народу украденные у него же деньги. Хотите? Также найду 15 миллиардов и на развитие. А мне кажется, это тупиковый путь. Иначе мы с вами ничем не лучше их. Мы действуем во имя страны, а они обычные жулики и барыги. Да, но это должен решать суд. Наш суд – ангел-хранитель коррупции. Я понимаю, но наша задача это изменить, и в первую очередь в головах. Очень хотелось бы дожить до этого времени. Зря. Зря вы, Дмитрий Васильевич, иронизируете. Есть динамика в этом вопросе. Да? Конечно. Я, видно, что-то пропустил. Взять хотя бы дело Юрия Ивановича. А что дело Юрий Иванович? Попался честный, бескомпромиссный судья. И сегодня он… Отпускает Юрия Ивановича. Вот видите? И сегодня он отпускает. Как отпускает? Добрые люди слили копию приговора. Вот. Я ничего не понимаю. А что вас удивляет? В нашей системе действует неписанная заповедь. Не сади, да не посажен будешь. Вся эта борьба с коррупцией напоминает спортивную рыбалку, когда поймали, сфотографировали и отпустили. Я думал, этот судья честный человек. Да он просто набивал себе цену. И поймал свою золотую рыбку, вот, в лице Юрия Ивановича. Юрий Иванович должен сесть. Нет, ну, это возможно. Но при одном условии, если этого захотят хозяева озера. Я не хозяин. Нет. Но я могу помочь в этом вопросе. Как? Одну минуточку. Паша, скажи, а у нас есть папка с грехами Юрия Ивановича в электронном виде? Само собой. Скажи, а что будет, если она попадет в руки Немчука, Маматова и Ройзмана? Давай отправим, посмотрим. Погоди. Что-то меня останавливает. А в чем сомнение? Там верняк. Не знаю, я вот думаю, честно ли это? Не противоречит ли это принципам правового государства? Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського суду в місті Києві справу за обвинуваченням Чуйко Юрія Івановича у скоєнні злочину, передбаченого статтею 368 частиною 3 Кримінального кодексу України, суд засудив. Ну и что ж ты молчишь, друг? Ну, я понимаю, 3, 5, 10 лямов. Но чтоб вот так не краснее иметь нас все эти годы… Я тебе всегда говорил, Юра, крыса! Чуйко Юрія Івановича визнати невинним у вчиненні злочину, передбаченим статтею 368. Здесь в общей сложности ущерб лярдов на 20. А давай рассчитаемся с ним по курсу. 1 лярд, 1 год. Статтею 364 частиною 2. В той же час визнати винним за статтею 365 частиною 1 та статтею 366 частиною 3 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 20 років. Предлагаю выпить за Василия Петровича. За меня? За то, что он войдет в учебники как самый радикальный борец с коррупцией. Надеюсь, в учебниках не будет написано, какими методами. Не терзайте себя, Василий Петрович. Спасибо. Теперь все чиновники будут думать, а может быть, я следующий. Это обнадеживает. Да, ребят, вы извините, у нас посадка буквально через 10 минут. Да, Вась, ты хотел поблагодарить. Спасибо. Нет, давай тост. Пока. Тост сказал. Ну, хороший вам посадка. Ладно, так говорят. Хорошо.
Все, мы побежали, правда. Мы летим. Давай. Да. Димке от меня большой бонжур. Конечно. От нас. Окей, да, передай. Нет, вы куда? Мы в Рим. Нет, у нас есть повод круче, чем Рим. Нет, все равно, давайте обратно к столу. Мы не улетим. Я не понимаю. Здрасте, господин министр. Я смотрю, мимо дьюти-фри не можете спокойно пройти. У нас есть прекрасный повод выпить. Какой повод? Украина – официальный претендент на кредит МВФ. Серьезно? Да, суд над Юрием Ивановичем их окончательно убедил. Ура! Ура! Ура!